Вот такое, друзья, помидорное изобилие было у меня летом на даче. И это сортовые помидоры. Вот семена из них, вот огурцы тоже сортовые свои. А вот, друзья, самый лучший сорт, суперсорт, сумасшедшие вишни Барри. А сегодня, друзья, пойдет рассказ о монгольском карлике и о моем чудо-парнике. Вот они, сумасшедшие вишни Барри и монгольский карлик. Чудо-парник, которому 20 лет, сделан из обломков теплицы. Несколько досок, земля, насыпная грядка. И вот, друзья, я положил палочки, и мой монгольский карлик пошел по этим палочкам расти и разветвляться. 15 лет парнику. Внизу доски заменены. Ну, конечно, друзья, я кладу навоз. Смотрите, какая прелесть. И не нужно ухаживать, просто выливаете туда 5 ведер воды раз в неделю, и все. И будем скоро собирать урожай. Вы гляньте, какие уже томатики появились. Вот, друзья, мое чудо, чудо для ленивых, таких как я, которые не любят ухаживать за помидорами, а ходят в лес за грибами. А вот и моя Джессика сидит около парничка, караулит, караулит, чтобы птички помидоры не поклевали. Видите, уже неделя прошла. Это 2 августа. В этом году я поздно рассаду высадил. Видите, какие классные помидоры внизу. Вот которые большие, я их мечу веревочкой. Из них будут свои семена. Что нужно еще? Свои семена не покупать. И Джессика на охрану, как сторожит, видите? Вот, друзья, великолепный парник, сделанный из всякой ерунды, которая валялась, ненужная никому, а для меня пригодилась. Держит заморозки -5. Закрыл и все. Длина 1,20 м, ширина 1 метр. Что тут можно посадить? 15 монгольских карликов, которые дадут вот такой вот великолепный урожай, друзья. Вы поглядите, ничего не надо выдумывать. Все уже придумано. Так, 20 августа, друзья. Видите, как растут мои помидорки? Вот, я уже иногда там зелеными подсобираю и красными подсобираю. Вот там вдали краснеют, видно прям краснеют помидоры. Есть красенькие, друзья. Вы смотрите, как они цветут, как растут. Ничего не нужно обрезать. Этот сорт не надо обрезать пасынки. Он там сам растет. Вот, друзья, монгольский карлик. Кисловат, конечно, не скрою. Но, друзья, больше ничего в таком парнике не вырастет. Только монгольский карлик. Пробовал. Только монгольский карлик. Вон красенький видно, друзья. Спелые уже. Вот, видите, великолепно. Великолепно. Парник для ленивых, таких как я. Вот, друзья, вот что нужно. А вот, друзья, и сбор. Вы поглядите. Ах, в корзиночке какая красота. Вот какая красота. И салатик. И так порезать с картошечкой, с грибочками. Друзья, что еще нужно? Вы поглядите, какая прелесть, а! Вы поглядите, друзья! Вот что нужно ленивому огороднику. Просто положили речки и все, и больше ничего. Вот великолепно. Самый простой способ. Доски, земля, накрыли
тем, что придется, те, кто выкинул маленькие кусочки, у тех, у которых парник зимой снегом накрыло, а это бывает практически каждый год у каждого, и он по новой покупает парники, а вот этот стоит 15 лет, друзья, 15 лет, и ничего ему не случилось за 15 лет. Где-то доски подгнили, заменил, а верх так и остался родной. Вот, великолепная вещь. Мини-парник для ленивых, для самых ленивых, таких как я, который будет вас кормить весь сезон. Польете 5 ведер в неделю, и все. Вот, друзья. Так, друзья, настал месяц сентябрь. Вот, собираю в мужей зеленые, потому что скоро в сентябре могут быть заморозки. Да, друзья, великолепно. Вот это спереди 2 кусточка у меня посажены. Это челнок, который тоже растет. Но я думал, что челнок будет раньше краснеть. Нет, первые красные помидоры появились на монгольском карлике. Все-таки сюда сажать надо карлик. Но, конечно, можно и челнок, можно и буян, которые растут у меня там. Эти тоже помидоры не надо пасынковать. И это тоже, друзья, сорт, из которых можно сделать свои семена. Вот немного иногда прыскаю, потому что фитофтора может все погубить. Ну что ж, друзья, 3 раза попрыскали и все. Помидоры потом помыли, без химии не получается на Селигере. Очень холодно, короткое лето. Вот, собираем томатики потихонечку, зеленые, которые после, друзья, у нас дозреют спокойненько, без всякой проблемы. Вы потом, друзья, их положите в ящичек, и они потихонечку будут дозревать. Вот такое великолепие. Маленький мини-парник, который кормит всю семью и не занимает много места. И прекрасно, смотрите, на этих реечках эти кусты расположились. И все томатики зеленые, все видно. Собираем потихонечку по одному, по 2, оставляем те, которые подвязаны веревочкой. Из них, друзья, мы делаем свои семена. И не надо покупать. И не надо потом на кого-то огорчаться, что вам вместо ваших заявленных помидор продали бог знает что. Хорошо, что будет что-то полезное, а то просто выкинете и пожалеете о деньгах. А тут свои помидоры, вы уверены в них, и у вас будут великолепные семена. Корзиночка наполняется вот таким великолепием, которое через несколько недель покраснеет, и вы будете кушать за столом с рыбкой, с картошкой, с грибами. Что еще нужно для жизни в деревне, чтобы не ездить в город, не ходить в автолавку? А вот так вот, друзья, посадили картошку, посадили огурцы, посадили помидоры, пошли на озеро, поймали рыбку, по дороге набрали грибов и забыли про город, забыли про автолавку. Дома, конечно, стоит хлебопечка, без муки никак. И вот мы спокойно выживаем на Селигерском хуторке с Джессикой и со своим огородом. Прелесть, друзья, прелесть. Лето жаркое, солнце с утра в зените, вечером садится за озеро, и ты наслаждаешься каждый день этими приятными днями, проведенными на Селигере. Что за прелесть, друзья! Сбор помидор, сбор томатов у себя на огороде. Корзиночка уже полная, но там еще где-то еще немножко зеленеют помидоры. И здесь
спереди они есть. Вот такая прелесть с этого парничка. А Джессика кувыркается на земле, просит полизушку: зря ли я, что ли, охраняла вот такой вот огород? Сентябрь месяц, друзья. Вот мои еще помидоры дают урожай, и подвешенные есть. Цветут они, друзья, даже в сентябре, и лист кое-где немножко почерневший, но в основном он еще зеленый. Вот такая вот огородная прелесть, друзья. Монгольский карлик в мини-парнике, в парнике для ленивых, которым всего-то 1,5 квадратных метра, но эти 1,5 квадратных метра кормят меня и всю мою семью. Вот такое вот, друзья, великолепие, вот такое простенькое сооружение, которое под силам любому человеку, женщине или мужчине, и вы будете долго наслаждаться прекрасными помидорами, которые вас будут радовать на обеденном столе. Ваши дети будут счастливы. И вот наступила середина сентября, крайний сбор. Я уже оборвал вот эти помидоры, то, что у меня там остались. И скоро, через 2 дня, передают заморозки. Заморозки в районе -3. И, может быть, это все уже погибнет. Поэтому я не стал рисковать. Уже желтые листья, уже немного поблекшие, уже простор в этом парнике видно насквозь. Еще недавно там зеленели помидоры, а теперь вот этот небольшой селигерский сезон на даче уже закончился. Уже огурцы покрылись желтыми листьями, и кое-где можно встретить какие-то завязи. Осень, пора закончилась, друзья, огородная. Мы закрываем этот сезон с радостью.